Здравствуйте, друзья! Вы готовы узнать новые тайны? Настоящая история, выпуск 18. Камины делали не для обогрева. В Екатерининском дворце печи появились гораздо позже постройки, а антикварные камины сейчас названы декоративными, если нет вытяжки. В разное время в разных странах есть общая каминная черта – металлический лист на задней стенке и металлические кубки. Вспоминаем об атмосферном электричестве. С крыши по трубе проводим металлосвязи в рамку с металлическим листом. Приближаем кубки к рамке, в ней наводится вихревой ток. Как в пословице «не надо ни дров, ни лучины, живи себе без кручины». Хотя после запрета эфира и дровами топиться сгодится, только дров нужно закупить пару вагонов на один дворец. Фантастические изображения Египта. Пейзажист, скульптор, архитектор, археолог и антиквар, сотрудник посольства Франции в Османской империи Луи Франсуа Кассас сделал фантастические изображения Египта. Кассас сопровождал посла в Египте 1785 года. Обратите внимание на храм у подножия пирамид с галереями, пилонами, колоссами, обелисками, солеями сфинксов. Возможно, у него было богатое воображение. Трубы апокалипсиса. В 1922 году археолог Говард Карнавон открыл проклятую гробницу фараона Тутанхамона. Среди погребальной утвари были обнаружены две боевые трубы из сплава бронзы, серебра и метеорита. В 1939 году в эфире радио BBC трубы Тутанхамона прозвучали в живой трансляции на 150 миллионов слушателей. В тот же миг в Каире вырубились все электростанции, был отмечен массовый психоз людей и животных. Трубы оказались продвинутым оружием тотального поражения, описанным в древних текстах. И вострубили в трубы, и от этого обрушилась стена города до основания. Вскоре началась кровавая Вторая мировая война. История творится на наших глазах. В 2011 году во время переворота в Египте трубы Тутанхамона были похищены мародерами. Спустя 2 недели воры тайком подкинули их обратно в Каирский музей. Мощное древнее оружие отпугнуло криминал. Справа реальное фото эксперимента 1939 года. Древнеримский кубок Ликурга. Кубок Ликурга, который был изготовлен в Риме, а возможно в самой Александрии примерно 1600 лет назад, и он способен менять цвет. Если артефакт осветить дневным освещением спереди, то он имеет зеленоватый оттенок, если осветить сзади, то окрашивается красным. Датировка археологов основана исключительно на том, что первыми, кто достиг высоких результатов в стекле, были римляне. Больше никаких доказательств того, что он создан в IV веке нашей эпохи, нет. В составе на 1 миллион частиц стекла неизвестными создателями было добавлено 330 наночастиц серебра и лишь 40 золота. При этом размер этих частичек составил всего 50 нанометров. Благодаря этому происходит изменение цвета при разных углах освещения. Открытый вопрос: как римляне на заре нашей эпохи могли получить наночастицы нужного размера? Кем был прадед Пушкина? Абрам Петрович Ганнибал был русским военным инженером и прадедом Пушкина. О его происхождении известно мало, а прародиной называют то Эфиопию, то Камерун. В чем сходятся биографы, Абрама привезли из Стамбула, из плена турок. Исторический нюанс: турки брали в заложники только политически значимых людей, например, будущего императора Византии Эммануэля II Палеолога. В таком свете Ганнибал, бывший заложник Стамбула, должен был быть высокого рода и из недружественного туркам народа. Одной из версий происхождения Абрама является то, что он выходец из Эритрии, где обиталась большая община семитских народов. Якобы Абраша был потомок царя Давида и царицы Савской. До царя Давида его родословную мы, может, и не проследим, но эта версия отлично объясняет и попадание в плен, и еврейские шутки его правнука Александра Сергеевича Пушкина. Боинг 747 и МКС на фоне Луны. Оба имеют довольно идентичные размеры, но МКС, со слов официалов, летает на высоте 408 километров. Это более чем в 40 раз выше средней высоты полета пассажирских самолетов. Получается, на МКС законы перспективы не распространяются. Этот закон так-то должен на все распространяться. Возможно, в космос запустили не огромную МКС, а маленькую болванку, чтобы дурить тех, у кого есть телескопы, и говорить типа: «Ты что, не веришь, что мы летаем в космос? Посмотри в телескоп, видишь МКС?» Хомячок смотрит в телескоп и сразу начинает верить ученым. О перспективе мало кто знает и мало кто может сравнить размеры. Будет ли мировой потоп? Нам обещают это уже на протяжении многих лет, и вот почему это не происходит. Небольшой урок для тех, кто считает, что глобальное потепление потопит нас всех.
Тут и без объяснений все ясно, но страшилка со всемирным потопом перестала пугать людей, поэтому глобалисты перешли к другой риторике, и теперь нас запугивают засухой, которую, к слову, они искусственно создают, как и голод. Почему энергия эфира скрывается? Если у человечества появится источник свободной, стабильной и экологичной энергии в виде энергии эфира, нам больше не нужно будет платить за электричество. В каждом доме будет свой компактный, автономный источник электричества и отопления. Это сделает людей независимыми и свободными. Жизнь кардинально поменяется в лучшую сторону. Автомобили и другой транспорт больше не нужно будет заправлять, и мы не будем ограничены в передвижении в любую точку мира. Поэтому изучать эфир запрещено. Золото скоро потеряет ценность. Известный американский инвестор и автор бестселлера «Богатый папа, бедный папа» Роберт Кийосаки – лучшая инвестиция в банки с тунцом и фасолью. Инфляция скоро взлетит. Вы не можете есть золото, серебро или биткоин. Вы можете есть консервированный тунец и фасоль. Еда – самое важное. Голод – следующая проблема. Инвестируйте в решение этой проблемы. Берегите себя. Все верно пророчит. Сейчас глобалисты скупают фермы и собираются выращивать на них насекомых вместо животных для достижения чистого нуля. Поэтому нормальная еда скоро будет на вес золота. Пустыни совсем недавно были густо населены. Фрагмент карты 1578 года. На всех картах ранее 1700 года Каспийское море имеет совсем другую форму. Аральского моря вообще нет. Каспийское овальной формы. Имеется большое количество рек и городов в районе современных пустынь, о которых мы понятия не имеем. Однозначно можно сделать вывод: районы пустынь Каракума и Кызылкум были густо населены. Здесь были горы и города, реки и озера. При этом реки имели совсем другое направление, отличное от нынешнего. Древняя дорога под асфальтом в Кронштадте. Ясно, что кузнецы в примитивных кузницах примитивным инструментом вымучивали такие идеальные один в один подковы. И интересно, для какого транспорта? А ведь таких было много, но их расплавили на металл где могли, а где-то закрыли асфальтом, как в этом случае. Вот любопытно, когда застилали асфальт, у людей не появилось вопросов, ведь тут асфальт и не нужен. Древние гробницы на японском острове Окинава. Обратите внимание на форму и архитектуру этих гробниц. Выглядят они совсем не так, как большинство построек в древности. Много вопросов вызывают плавные изгибы структуры гробницы, а вручную сделать подобное просто невозможно, как бы усердно нам это не доказывали современные ученые. Планетарии в Германии. 20-е годы. На полу изображение плоской Земли, над головой купол со светилами. Не думайте, что гелиоцентрической теории 500 лет. Это Коперник с Галилеем только начали ее внедрять 500 лет назад. Но это был очень долгий процесс. Еще вплоть до начала прошлого века многие сопротивлялись новой теории. Врата ада. Кратер Дарваза, Туркменистан. Этот кратер, расположенный в Дарвазе, в пустыне Туркменистан, шириной 70 метров и глубиной 30. Он постоянно горит в течение 50 лет, то есть с 1971 года, когда команда советских геологов, пробивая этот район буровыми скважинами в поисках нефти, достигла мешка с природным газом, который разрушил землю, создав тем самым нынешнюю пропасть. Чтобы избежать утечки ядовитого газа, геологи решили устроить пожар, надеясь, что он закончится в течение нескольких дней, а кратер все еще горит. Осветительное устройство на ртути. Об атмосферном электричестве и роли ртути в нем можно судить по статье 1888 года из журнала «Научная Америка». Для освещения буев использовали лампы долгого горения на ртути. Осветительное устройство. Принцип работы основан на генерации электричества путем приведения ртути в движение в высоком вакууме или в газе высокого напряжения. Движение буя заставляет ртуть перемещаться по трубкам по кругу и генерировать достаточно электричества, чтобы заставлять трубки светиться. То есть ртуть внутри жидкая, значит это не газоразрядная лампа. Трубки светятся только за счет движения внутри них ртути. Устройство для управления ураганами. Перед вами патент на устройство для управления ураганами и торнадо, изобретатель Эндрю Ваксманский. Судя из описания, звуковые генераторы располагаются так, чтобы направлять звуковые волны в сторону периферийной области атмосферной системы. Звуковые волны генерируются на частоте, влияющей на формирование погодной системы, таким образом, чтобы ее изменить, усилить или направить. Благодарю всех, кто подписался на мой канал и смотрит мои видео. Ссылка на статью в описании. Поделитесь моим видео в соцсетях с родными, друзьями и знакомыми. Люди имеют право знать все точки зрения.
Всем спасибо за внимание, буду рад вас видеть на своем канале снова.